try to fly. Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале Мир Орхидей. С вами Ксюша. И сегодня не цветочный балкон. Покажу вам чуть позже, почему я здесь. А сегодня моя тема – это вегетативное размножение фаленопсиса, а точнее вегетативное деление по стебельку. В каких случаях я применяю этот способ вегетативного деления, стеблевого деления экземпляра? Когда первый случай, в котором я применяю этот способ, это когда произошла гниль на шее по каким-то причинам. Так действительно бывает. Вот если есть гниль на шее, и если ты с ней не можешь справиться, ты сделал уже все, применил все знания и весь опыт, но ситуация только ухудшается. Последний вариант, который можно применить, это сделать пень из этого растения и вырастить детку. Главное стараться не запустить настолько этот процесс, чтобы гниение шеи, вернее гниение стебля не пошло ниже, тогда уже даже и детку вырастить будет невозможно. Второй вариант, в котором мы применяем этот способ, это омоложение фаленопсиса. Когда растение уже очень взрослое, когда оно потеряло уже эстетический вид, когда у него слишком много воздушных корней. Я попробую найти фотографию, прикреплю, чтобы вы понимали, о чем я говорю. В таких случаях тоже нужно применять этот способ. Вот. И третий вариант, почему, собственно, я сегодня буду применять этот способ именно по этой причине, это когда вы хотите получить дубль данного растения. Как вы уже поняли, в нашем сегодняшнем, я не хочу говорить эксперименте, я хочу сказать, что это не эксперимент, потому что я, собственно, вот перед вами еще вы видите горшочки. Я сейчас немножко в двух словах покажу. То есть я этот способ применяю, я уже знаю, как это делать, и хочу научить новичков или кто-то, возможно, еще не знает, как это делать. И вот на данном экземпляре, на орхидее, которая очень дорога моему сердцу, которая участвовала в эстафете, так как я хочу получить дубль этого растения, потому что она редкая, она дорогая. И как вы из прошлого ролика тоже уже поняли, что действительно в жизни цветовода бывают и неудачи, так случается, потому что растение – это живой организм, и с ним может произойти все. И какая-то определенная страховка, когда у тебя есть дубль. Сразу скажу, что я это хочу делать сейчас не для продажи, потому что многие просят, конечно, деток. У меня деток на сегодняшний день нет, но я хочу сделать себе дубль. Так вот, я сегодня вам покажу, как мы с вами будем делить мою взрослую легато. Я, конечно, очень переживаю. Как ни крути, хоть я и знаю, как это делать, и я это уже делала, но экземпляр дорогой, дорог моему сердцу, и она у меня единственная, поэтому я, конечно, волнуюсь, но мы с вами все же приступим. Сейчас мы очень быстро с вами пробежимся по моим пенечкам уже с существующими детками. Вот это, например, бабочка Будды, тоже достаточно редкая красавица. Делила я орхидею для того, чтобы размножить редкий сорт. Верхушку посадила, а вот деточка, вы видите уже какого размера. Делала я это в начале весны, и за весну-лето уже 3 листика и довольно приличное количество своих корешков у деточки. Следующая орхидейка — это не бабочка, а Равелла Бантик. Тоже очень красивая орхидейка, но здесь я делила в связи с гниением шеи,
верхушка у меня пропала, а детка на пне, слава богу, появилась, и тоже достаточно приличного уже размера и с довольно большим количеством собственных корешков. И вот эти два уже более взрослых экземпляра, покупала я их оба из частной коллекции, уже с существующими детками на пне, я их сама не делала. Очень красивый сорт, у него довольно длинное название, прикреплю я в одном из обзоров, цветущих обзоров, она у меня на тот момент тоже цвела, я ее показывала. Но если коротко, это голландская шиллериана. Купила я пенечек с небольшой деткой. Она у меня уже за это время, а у меня она зимой будет 2 года, то есть ей где-то 1,5 года, она у меня уже 2 раза цвела. Просто у меня девочки, я почему сейчас хочу привести пример, в прошлом ролике, когда я показывала свою эстафету, в комментариях у меня девочки спрашивали, как быстро зацветают детки на пне. Я решила немножко об этом рассказать. Вот этому экземпляру чуть меньше, чем 2 года, но она у меня за это время уже 2-ды цвела. Она у меня процвела зимой, вот с этого цветоносика, и вот это весенний был цветонос, летом, в начале лета она цвела. И вот этот интересный сорт, довольно давно тоже я хотела иметь ее в коллекции, это бабочка. Покупала я ее тоже, как я сказала, из частной коллекции, деткой на пне. Причем девочка, которая мне продавала его, сказала, что это уже 3-я детка, которую можно снять с этого пня. Но она уже решила не возиться, а продать вместе с пнем. Я с радостью, конечно, приняла это предложение. У меня она цветет уже тоже 2-й раз. Вот один пенечек и вот 2-й пенек. Причем вы видите, что детка небольшая, ей тоже до 2 лет, я думаю, между 1,5 и 2 годами ей возраст. Я просто не уточняла точный возраст, когда покупала. Вот. Тоже довольно много уже собственных корней у этой орхидейки. Ее уже можно отсаживать, но я не тороплюсь это делать, пока пень. Ну, а здесь пень с хорошей корневой системой, пень тянет эту детку, он дает своими корнями тоже дополнительное ей питание. Поэтому я уже заметила, что на пне растения быстрее развиваются, нежели их отсоединить и пустить в самостоятельную жизнь маленькими, например, вот крохотными, там, с 3 листиками небольшими, небольшой корневой системой. Такие растения медленнее развиваются, нежели на пне. Ну что ж, друзья, давайте приступим к самому ответственному моменту. Итак, для этого нам понадобится острый и обработанный инструмент. Фунгицидная, у меня фунгицидная паста, вы можете, у меня Топуджинем, я о нем вам говорила, но можно взять Максим, толченый уголь можно взять, активированный, который в аптечке у каждого есть, также корицу. Для дренажа я взяла пеларгон, немножко коры, скажу для чего, и мох. Почему? Потому что моя легата, она постоянно ее субстрат – это мох. То есть она у меня не временно пребывает в мхе, а на постоянной основе я в нем выращиваю, соответственно, и продолжать выращивать буду тоже в мхе. Я не буду менять ей условия содержания, потому что то, что мы сейчас будем с вами делать, это и так является стрессом для нее. А пересадка в другой субстрат еще усугубить может ситуацию, поэтому, конечно, это будут неправильные действия. Поэтому пересаживать мы будем в родной и знакомый для нее субстрат, это мох. Для того, чтобы орхидейка у нас легче адаптировалась, мы с вами отрежем красивое ее цветение. Мне, конечно, очень жалко прощаться. Я вам и в прошлом ролике говорила о том, что она и цветет, и
уже довольно длинные цветоносы, но я их не отрезаю, поскольку очень жалко мне, даже отдохнуть не даю орхидейке, потому что она у меня постоянно в цвету, и резать я не хочу. Но сегодня та ситуация, в которой я действительно должна отрезать цветоносы, что мы, собственно, и сделаем. Но сделаю я это ровно до живых почек. Весь цветонос я отрезать не буду. Вот так мы с вами отрежем, потому что первая живая почка, вот она. Итак, я готова. Вот такие красивые цветочки покидают орхидейку. И вот этот цветоносик, на нем всего один цветочек, не так жалко, как тот, но все же мы отрежем все равно до живой почки. Вот. Вот этот цветонос я пока, это новый свежий цветонос, который она у меня запустила весной и вот распустила уже летом. Я его отрезать не буду, тут всего 4 цветочка, орхидейки, собственно, не должно быть в нагрузку вот такое небольшое цветение, и я все же для себя, для услады своих глаз оставлю этот цветоносик. Хочется отметить, что эти действия мы должны производить в весенне-летний период, когда ваша орхидея в активном росте, когда у нее активно растет корневая система, когда у нее наращивается вегетативная часть. Конечно, осенью и зимой мы это можем делать, но только по медицинским показаниям, когда есть проблема с шеей. Если же вы делаете плановые какие-то свои мероприятия, если, например, либо делаете дубль, либо омолаживаете, то оставляйте это на весну-лето, когда орхидейка в активном росте и она адаптируется с легкостью и приживется в тех условиях уже новых для нее, и успех будет гарантирован. Также хочется отметить, что при делении фаленопсиса вы должны брать только взрослые экземпляры. Листиков должно быть как минимум 5 и с хорошо развитой корневой системой как внутри горшочка, так и достаточное количество воздушных корней. Здесь мне хочется немножко остановиться. Чем больше листиков вы оставляете вверху при делении, тем больше корней воздушных у вас должно быть. Потому что если у вас будет хорошая вегетативная часть, она будет массивной, а вы всего лишь оставите 3 корешка, то они просто не обеспечат необходимыми питательными веществами, а также влагой ваше растение. Вот я просто на примере хочу показать, что небольшое растение в 3 листика и с 3 корешками в активном росте, которые будут не менее 5 сантиметров, мы смело можем, допустим, отделять от пня и отправлять уже в самостоятельную жизнь. Вот эти 3 корня 5 сантиметров смогут обеспечить вот такое небольшое растение в 3 листика. А если вы будете брать большое растение, оставлять массивную, взрослую вегетативную часть и при этом оставлять мало воздушных корешков, то может быть провал. Поэтому, когда вы видите, что много корней, тогда мы можем рассчитывать и на деление, скажем, такого кустика. У меня воздушных корней много, я их уже в процессе их роста погружала в субстрат, они часть уже, конечно, у меня туда внедрились. Сейчас еще хочется отметить, что не знаю, насколько у меня это получится или нет, но я хочу об этом вам сказать, что когда вы делите растение, то желательно не доставать его из горшка. То есть, если получается отделить растение таким образом, чтобы не потревожить жизнь внутри горшка, лучше это сделать именно так. Тогда тоже мы лишний стресс не доставим растению, и детка
как бы ей тоже проще будет появиться, потому что растение здесь будет жить той же прежней жизнью, которую она и вела. Также мне еще хочется отметить, что это все, что я говорю, я считаю очень важными моментами, поэтому мне сначала хочется их проговорить, а потом приступить уже к манипуляции, потому что когда я начну уже что-то делать, я могу что-то упустить, потому что буду сконцентрирована именно на том, что я делаю. Когда вы делите растения, желательно оставлять пару листьев, то есть листика желательно оставлять 2. В моем случае 2 у меня не получается оставлять, у меня получается оставить только 1. Но это тоже неплохо, но лучше оставлять 2 листика. Тогда процесс фотосинтеза будет происходить в листиках, и такой пень с листами дает больший результат на получение детки, чем совсем без листвы. Конечно, такое бывает, что нет возможности оставить, мы режем вообще как бы не оставляя. Такое тоже бывает, и детки тоже появляются. И я не спорю с этим, я просто говорю, что как лучше. Вот. Но ситуации действительно бывают разные. Ну что ж, друзья, мне кажется, я все самые важные моменты проговорила, ничего не упустила. Ну а сейчас настал самый ответственный момент. Давайте приступим. Я, конечно, очень волнуюсь. Смотрите, ваш инструмент должен быть обязательно обработан, и он должен быть острым. Это очень важно. Мы находим место, где мы оставляем максимальное количество воздушных корней. И пара листьев должна быть, как я уже сказала. В моем случае вы видите, что орхидея прямо просится в этом месте. Вот здесь идет шея голая уже, 1 листик внизу остается и много воздушных корней, поэтому она прямо просится в этом месте ее и отрезать. Ну что ж, друзья, вы готовы? Мне кажется, да. Так, все хорошо, только теперь мне надо верхушку вытащить, потому что часть корней у нас в субстрате воздушных, и мы сейчас будем потихонечку их доставать. Мне очень, конечно, не хочется доставать все растение и тревожить, но я думаю, что я не обойдусь без этого. Я посмотрела, поняла, что не доставая невозможно мне будет вынуть корешки, поэтому мне придется все же немножко. Я постараюсь это сделать максимально аккуратно, для того, чтобы не тревожить сильно вот эту часть. Я там не буду не убирать корни, то есть я внутри горшка сейчас никаких манипуляций делать не буду. Я немножко уберу вот этот зеленый мох. На самом деле этой посадке уже 2 года, и мох, конечно, уже требовал замены. Если бы я не приняла решение, что мне надо делить этот кустик, я бы обязательно, конечно, субстрат обновила, но сейчас я что сделаю? Я его часть вот так уберу, зеленый особенно, который вот это уже с растительностью, которая здесь образовалась за это время. Корешки, как я сказала, никакие резать, отрезать ничего не буду. И отделю вот эти воздушные корни, которые у нас уже попали в субстрат. Ну, это мои действия были такие, я направляла их. И вот этот пень, который у нас сейчас будет, я помещу обратно, при этом добавлю новый, вот видите, отделяется хорошо, и добавлю новый мох, свеженький, в эту посадку.
И так все же не потревожить у меня в моем случае сейчас не получилось, хотя я советую все же, делаю акценты там, где это важно, повторяюсь, если у вас получается, не вытаскивая внутреннюю часть, другими словами, будущий пень, не доставая со старого субстрата, лучше это сделать именно так. В моем случае это не получилось, потому что все воздушные корни, которые я сама направляла вниз, они глубоко проросли, и если бы я тянула растение, я бы повредила корневую систему, поэтому мне пришлось его достать. Вот вы видите, я сейчас хочу вам показать верхушку. Видите, хорошо развита корневая система. Видите, цвет корней, они светлые, потому что они были внутри субстрата, они были лишены солнечного света, и процессы фотосинтеза, как бы хлорофилла здесь просто нет, поэтому нету зеленого пигмента. Вот. Корни живые, хорошие, толстенькие, все хорошо. Сейчас мы вот эту нашу верхушечную часть мы с вами положим минимум на 2 часа, чтобы вот этот срез у нас подсох. И сейчас покажу вам пенечек. Сейчас я уберу ее. Теперь давайте рассмотрим наш пенечек. Ситуация с ним вот такая. Корни живые есть. Их не настолько много, насколько хотелось бы, но в принципе даже этих корней будет достаточно. Я что сейчас сделаю? Сейчас я его прямо сейчас посажу. Я возьму для этого самый лучший старый субстрат, который здесь есть. И мы его просто, пенечек, посадим в тот же горшок, в котором он сидел, и добавим новый мох. Вот такое небольшое количество мха мне только удалось собрать из уже отработанного старого субстрата, потому что тот совсем уже не годится. Но все же я немножко отобрала. Почему? Потому что нам надо заселить и ту микрофлору, которая была в старом субстрате, и дать орхидейке уже знакомую среду обитания, чтобы ей легче было, ну, вот этому пенечку, скажем так, адаптироваться. Поэтому мы кладем часть на дно и часть нового я положу. Вот так вот помещаем наш пенечек и обкладываем тоже старым мхом. И сейчас добавим небольшое количество нового мха. Сейчас я возьму свою любимую палочку. Ей всегда очень удобно работать. Вот. Мы не будем, до верха у нас нет необходимости заполнять мхом. Я не стала брать новый горшочек, потому что я все же хотела максимально оставить привычную для орхидейки среду обитания. Поэтому я его даже не мыла, и керамзит тоже там лежит вот, старый. В общем, вот так легко я просто сейчас обложу корешочки. Очень легко, воздушно. Заполнять до верха, как я сказала, мы не будем, потому что в этом просто нет необходимости. Вот так у нас получилось. И сейчас мы с вами обработаем срез фунгицидной пастой. Очень удобно, потому что она уже готова к применению. И мы этот срез обработаем. Как я сказала, можете взять Максим, либо корицу или активированный уголь. Все, вот наш пень уже готов. Ставите его достаточно, скажем,
ярко освещенное место, но без попадания прямых солнечных лучей. Температура не должна быть выше 24 градусов, потому что если сейчас еще поместить пень, как я уже говорю, в неблагоприятные условия, потому что сейчас лето, жарко, то есть надо найти место по возможности, чтобы температура для адаптации была не выше 24 градусов дневная. Вот. Ну, световой день сейчас хороший, поэтому я упоминать не буду, но если это зимний период, то досветка должна составлять 12-14 часов под искусственным освещением. Также хочется отметить, что частоту полива мы сокращаем в 2 раза. Необходимости в частом поливе уже нет, потому что нет большого количества листвы, нет испарения, корням нет необходимости потреблять много влаги, поэтому полив осуществляем только по просушке субстрата и ни в коем случае не переувлажняем. Полив должен быть легким. Ну что ж, 2 часа прошло, мы подсушили наш срез. Сейчас мы его также обработаем пастой. Вы обрабатываете тем, что у вас есть, чем вы, собственно, обрабатывали. Тоже тут срез на пне. Значит, корни я не мыла, единственное, там пару корней, которые были в зелени, я их помыла все же под водичкой, все остальные корешочки я не трогала. Так, теперь мы с вами будем ее высаживать в горшочек. Для этого мы кладем на дно дренаж, немножко коры на дно. Смотрите, я говорила о том, что я высаживать буду в мох, потому что она у меня сидела в постоянном субстрате. Это мох. Если ваша орхидея сидела в коре, то вы высаживаете в кору. Это не обязательно делать так же, как я, то есть не обязательно в мох. Вы садите в привычную для нее обстановку, в которой она, собственно, и привыкла пребывать. Так, теперь мы кладем небольшое количество мха, и нам также понадобится еще кусочек пенопласта. Мы его положим под попу для того, чтобы она у нас не контактировала с влажным субстратом. С корешками обращаемся очень аккуратно, стараемся их не травмировать. Вот, я сейчас помещу ее, и мы с вами продолжим. Вот, смотрите, я поместила аккуратно все, которые у нас и воздушные были на тот момент, я поместила вовнутрь. И аккуратно те, которые у нас были субстратные корни, тоже аккуратненько поместила. И сейчас мы продолжаем помещать мох. Пока пенопласт не кладу, потому что немножко нам надо еще положить мха. Всегда говорю, что мы ничего не утрамбовываем, не садимся и не приминаем, а просто легко помещаем его, оставляем воздушные карманы, оставляем субстрат рыхлым, для того, чтобы была естественная циркуляция воздуха у корешков. Орхидейки это очень любят, потому что они просто к этому привыкли генетически, поскольку они парят у нас в воздухе. Это дочери воздуха орхидеи. Так, и сейчас вот я уже положила достаточное количество мха, и мы с вами положим под попу вот этот кусочек пенопласта. Мы его кладем вот так вот под попочку. Вот, посмотрите, вот так. И теперь кора. Я, знаете что, я коры немножко добавляю
для того, чтобы, ну, просто, знаете, как вкусную такую добавочку, потому что ведь кору очень тоже любят орхидеи, они и мох очень любят, и кору любят, но так как у меня посадка в мох, это основной ингредиент, это мох, то коры я добавляю просто как вкусную такую приправочку для орхидейки, потому что они тоже чувствуют корешками кору, вот это, даже небольшое вот это количество, они тянутся к нему и оплетают его, поэтому я просто добавлю небольшое количество коры. И мне даже эстетически очень нравится, когда я вижу через горшочек вот эту картину, где как природная обстановка, как естественная среда обитания. Это мох, кора. Вот. Сейчас сюда еще чуть-чуть и все. Потому что моя орхидея, она ж не знакома с корой. Она все время пребывала у меня практически, ну, последние 2 года точно это мох был. Поэтому кора для нее это новый компонент. И поэтому я положу его совсем мало. Вот так. Ну и заполняем уже до верха мхом. Вот я бы даже сказала, просто кладем его вот так легко. Вот. Отверстие, как вы видите, в стенках горшка я сделала. Чтобы циркуляция у нас была и через стеночки горшка. Она будет происходить и через поверхность субстрата, потому что мы его легко положили. Циркуляция она и здесь происходит, а также она происходит и через вот эти отверстия в горшочке. Ну что ж, друзья, вот я бы на этом остановилась. Больше здесь делать ничего не надо. Ну что ж, друзья, посадка верхней части растения подошла к концу. Давайте мы на нее посмотрим. Она получилась у нас легкой, воздушной, эстетически красивой, что я тоже очень люблю. Шею мы не углубляем, поскольку у нас есть рамка у растения, пусть у нас там циркулирует воздух и не переувлажняется шея в момент полива. Сегодня мы ее поливать не будем. Польем мы ее на следующий день. И первый полив мы сделаем с препаратом, который называется Магникур. Он же в прошлом Привикур. Торговая марка немножко изменила свое название. Я его уже неоднократно показывала. 2 мл на литр воды. И первый полив мы делаем с этим препаратом. Следующий полив, когда приходит по графику, мы с вами поливаем просто чистой водичкой, а очередной полив, который пришел тоже по графику, мы с вами поливаем радифармом. Разводим по инструкции, насколько я помню, да, 2-3 мл на 10 литров воды разводится он и проливается растения. Ставим мы также орхидею, как и пень, мы ставим в самые максимально комфортные условия. То есть это должна быть температура, вот потолок это до 25 градусов, желательно 23 градуса. В хорошо освещаемое, но без прямых солнечных лучей место, потому что сейчас будет происходить период адаптации, и давать условия, которые будут ей некомфортные, в которых ей надо еще и выживать, то успех может нас, результат может быть, скажем так, неуспешным. Вот все, что мне хотелось сказать. Ну что ж, друзья, я сегодня с вами поделилась способом деления либо омоложения растения. Надеюсь, вам было
полезно, кому-то, возможно, мой опыт пригодится. Друзья, а сейчас небольшой опрос. Мой канал орхидейный, но в моем доме живет большое количество еще не орхидейных растений. Некоторые из вас проявляли желание, писали мне в комментариях, чтобы я поделилась всеми своими растениями, показала, что я еще выращиваю помимо орхидей, показала ситуацию у меня на всех подоконниках. В общем, у меня есть еще один балкон, который выходит на южную сторону, и он у меня совершенно не орхидейный. Здесь я выращиваю все растения, которые любят большое количество света, солнца и теплолюбивы. Поэтому, если вам будет интересно, вы мне напишите, и я обязательно расскажу вам о всех своих растениях, которые живут в моем доме. А сейчас, друзья, буду с вами прощаться. До скорых встреч и пока!